Всем привет! Сегодня покажу, как сделать вот такую необычную сумку из пряжи Marshmallow. У меня в этот раз цвет серый, 904. Кстати, на самой бирке есть немного нитки такого же цвета для того, чтобы прятать концы. Для начала выделяем немного наполнителя, отрезаем и завязываем пряжу, для того, чтобы он больше не вылез. Готово. Начинаем делать первую петлю. Вот таким образом. Нам нужно провязать 7 петель. Это у нас первая, вторая, третья, и так продолжаем до 7. Я провязала 7 петель. Теперь седьмую я поворачиваю вот таким образом и в нее провязываю 8. То есть 2 последних петли, 7 и 8, у меня развернулись. Дальше следующую мы провязываем нашу полукосичку вот сюда, провязали. И в нее же провязываем еще одну. Готово. Смотрите, чтобы они были одинакового размера. Теперь нам нужно протянуть вторую через первую. Вот так. Такой же принцип, как будто бы мы вязали крючком. Продолжаем точно так же, провязываем следующую петлю, в нее еще одну, и теперь закрепляем. Протянули. Старайтесь, чтобы ваши вот эти верхние косички были одинакового размера. И продолжаем провязывать до последней петли. Вот я дошла до нее. В нее мы будем провязывать 2 раза, то есть делать в ней прибавку. Это у нас первая петля. Делаем точно так же, в нее уже провязываем еще одну. Закрепили. Провязали и теперь проверяем. В результате должно получиться 6 столбиков. Теперь нужно провязать точно так же и с другой стороны. Здесь мы делаем прибавку, а здесь у нас будет соединение. Так, приступим. Седьмую петлю мы провязываем туда же, где у нас была 6-я. Сделала одну. Вытянула и соединяем их. Продолжаем дальше до конца ряда точно так же. Я дошла до конца, и для того, чтобы сделать бесшовное соединение и чтобы потом узор смотрелся ровно, без перекосов, придется вытащить всю пряжу и протянуть ее под нашей первой косичкой. Вытягиваем всю пряжу до конца.
Готово. Далее нам нужно этот кончик продеть под первую косичку. И снова вытягиваем нашу пряжу. Я вытянула, и теперь нужно вот в последнюю нашу косичку, прям посерединке между полупетлями, в косичку и потом под перемычку сразу же. Вот она под ней, я чуть протянула пряжу и под перемычку. Возможно, это не самый удобный способ соединения, но зато в результате мы получим ровный и красивый узор. В любом другом случае получились либо узелки, либо пришлось бы вязать по кругу. Вот я закончила первый ряд. Вот с обратной стороны. Проверьте себя, в результате должно получиться 12 петель. Второй и последующие ряды мы будем провязывать за полукосичку. Вот. Подхватываем пряжу и выводим. Начинаем мы ряд с 2 петель. Вот 1 петля подъема и 2. Продолжаем вязать так же, как и первый ряд, только теперь за полукосички. Сделала 2 петлю и теперь протягиваю одну во вторую. Когда я буду делать соединение, я буду заводить свою пряжу, конец пряжи именно под эту косичку. Если вам удобнее, вы можете поставить себе метку. И продолжаем провязывать точно так же за полукосички до конца ряда. Следите за тем, чтобы ваши горизонтальные косички были одинакового размера. Я провязала второй ряд до конца и сейчас буду делать соединение. Опять вытягиваю всю пряжу. Проверьте количество петель, должно получиться 12, точнее 11, а последняя вот она будет соединительная. Я вытянула пряжу и теперь завожу ее под нашу первую косичку. Потом точно так же в последнюю косичку, прям посерединке завожу и сразу же в перемычку. Вот, и вытягиваю. Я протянула, закончила второй ряд и перехожу к третьему. Всего в сумке будет 4 ряда. Начинаем третий ряд. Точно так же делаем петлю подъема и продолжаем провязывать
по кругу до конца ряда. Я провязала третий ряд, сейчас сделаю соединение и провяжу четвертый. Все, у меня готово 4 ряда. Раз, два, три, 4. Теперь нужно вывернуть сумку. Готово. Вот такая красота получилась. Приступаем к ручке. Длина моей ручки будет 45 сантиметров. Для этого я отрезала уже пряжу и завязала узелок. На ручку я оставила 2 метра 70 сантиметров. Итак, нам нужно найти серединку нашей сумки. Вот она у нас идет по шву. Сложите. И вот здесь, как раз между двумя косичками, нам нужно завести наш край пряжи. Таким образом выводим и заводим сюда под другую косичку. Вот таким образом вытягиваем. Вот я сложила сумку, чтобы видеть четко, что она у меня посерединке. Дальше петлю можно либо завернуть, мне так больше нравится, либо оставить вот в таком положении и продолжать вязать, но мне больше нравится завернутый. Заворачиваем. И делаем первую петлю подъема для нашей ручки. Вот такое соединение получается. Далее провязываем косички до конца пряжи. Ручку я стараюсь вязать плотно, потому что все равно под весом она чуть-чуть растянется, поэтому старайтесь вязать как можно плотнее. Когда вязала ручку, обратите внимание, у меня все перемычки ровненько. Смотрите, чтобы в процессе вязания ничего не перекрутилось. Вытягиваем конец пряжи. И сейчас нам нужно будет завести его тоже посередине. Для этого я вот таким образом складываю сумку, равняю. Косички должны быть как бы друг напротив друга. Вот моя середина. Завожу конец пряжи. Вот таким образом вытягиваю. Сейчас мы будем делать соединение так, чтобы получилось, как будто наша косичка продолжается. Вот сюда посерединке завожу. Вот что выходит, как будто бы наша косичка не прерывается. Далее разворачиваем. Теперь соединяем с этой стороны.
Здесь у нас есть перемычка. Точно так же сделаем и с этой стороны. Заводим под все косички, находим самую верхнюю перемычку и протягиваем туда пряжу. Хорошенько затягиваем. Далее я нахожу следующую перемычку и делаю, вот она, завожу туда конец пряжи. И делаю вот такой узелочек. Затянула. Все, то есть она у нас уже не развяжется, останется только спрятать, либо пришить той ниткой, которая была на бирке. Вот такая вот у нас сумка получилась. Довольно глубокая. Сейчас покажу размеры. Что у нас вышло? По ширине 28, 29, по высоте 25. Ручка получилась 45 сантиметров и по ширине 10. Если у вас еще есть вопросы, пишите в комментариях, я с радостью отвечу. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!